Всем привет, друзья! Вот и закончилось лето, но у нас еще пока солнечно, не слишком холодно, но прохладно. В общем, готовим очень вкусное блюдо. Как обычно, граммы, литры, миллилитры будут ссылочки в описании. Кстати, я всегда прикладываю в описании КБЖУ. Те, кто следит за своим весом и за своими калориями, обратите внимание на описание. Ну что, начинаем. Друзья, первым делом начнем с перчика. Я предварительно, конечно же, все помыл. О, сыночек перчика. Вот это можно оставить, на этом сварить бульон очень вкусно овощной. Не выбрасывайте. Я отвожу в сторону. У перца снимаем вот эти перегородки, от них может горчить. Далее нарезаем на такие вот полосочки и на кубики. С остальным перцем поступаем аналогично. Друзья, я перец полностью нарезал. Отправляем его в емкость вот такую вот. Блюдо это невероятно вкусное. Я бы даже назвал его закуска. Она такая холодная, получится вкусная. В общем, друзья, не забудьте подписаться на канал. Не отключайтесь, а мы сейчас займемся чесночком. Так. На данное количество перца я добавлю, наверное, 3-4 крупных зубка чеснока. Так проще очищать. Можете измельчить его как вам удобно. Я буду с помощью ножа делать. Отправляем к нашему перцу. Уксус яблочный у меня 5%. Мне понадобится где-то порядка 3 столовых ложек. Если вы будете использовать 9%, добавляйте 2 ложки. А так, конечно же, по вкусу, друзья. Размешаем и отставим в сторону. Далее пойдем за баклажаном. У меня вот такой вот сорт, так называемая лампочка. Немного кривой, но ничего страшного. Все будет вкусно. Смотрите, что мы будем с ним делать. Я его, конечно же, предварительно помыл. И вот далее напополам. А потом на вот такие вот брусочки. С остальным баклажаном поступаем аналогично. Друзья, я все нарезал. Сейчас включаем плиту. Добавляем подсолнечное масло. И порционально обжариваем баклажаны. До полуготовности. То есть сильно не надо, слегка обжарим, этого будет достаточно. Баклажаны очень любят масло. Ну вот так вот все. Друзья, почему я жарю порционально? Как вы думаете? Напишите мне об этом в комментариях. О, отлично. Друзья, не забываем присаливать по вкусу уже практически обжаренные. Вот это уже можно снимать. Баклажаны оставляем под открытой крышкой, чтобы они остыли. Друзья, теперь займемся морковью. Друзья, займемся морковью. Друзья, следующая будет у нас морковь. Это наша домашняя. Мы ее вырастили на даче. Так вот повернем ее, чтобы удобнее было.
Вот таким вот кубиком нарезаем. Порциональным. С остальным моркофелем поступаем аналогично. Друзья, я придумал новый овощ. Смесь морковки и картофеля. Это называется моркофель. Друзья, если вам понравилась моя шутка, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы продолжаем. Морковь нарезали, на следующем этапе нарежем лук. С остальным луком поступаем аналогично. Так, все нарезали, отлично. Разогреваем плиту, добавляем масло. В пассеровку первым идет морковь. Друзья, почему морковь идет первой? Если знаете, напишите мне об этом в комментариях. А мы продолжаем. Не отключайтесь. Отлично. Морковка готова. Следующий у нас идет лучок. Друзья, давайте добавим немного перчика. Баклажаны мы посолили. Теперь немного поперчим. Ну, можно еще. Делайте по вкусу. Друзья, лук можно готовить, конечно, до полуготовности, но я советую его протушить так, чтобы не было остро, чтобы все едоки могли его съесть, даже те, кто его не очень любит. Да, оператор? Лучок отправляем к Блин. Да? Лучок отправляем к морковке. Друзья, у нас почти все готово. Перец, который мы предварительно замариновали с чесноком и с уксусом, настоялся порядка получаса, может минут 40 даже. Предварительно обжарили баклажаны, морковь и лук. Добавляем перец с чесноком маринованный. О, друзья, так запахло, вообще просто кайф. Я думаю, что это очень вкусно. Это блюдо грузинское. Как оно называется, напишите мне об этом в комментариях. Я, честно говоря, не знаю, как оно точно называется, но смысл основной. Нарежем укроп. Друзья, смотрите, все готово. Сейчас будем пробовать. Выглядит невероятно аппетитно. О, класс. Сейчас перемешаем и попробуем, что у нас получилось. Друзья, ну что, самое время попробовать, что у нас получилось. Вижу баклажанчики, морковоньку, а также чесночок вижу. Лучок тоже вижу, да. Ну что, укроп вообще не вижу. Пробуем. Друзья, получилось очень вкусно. Тот самый вкус из детства. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно приготовьте такие вот грибочки из баклажан у себя дома. Всем пока, до скорых встреч. Не забывайте подписываться. Пока.